Первое послековидное большое путешествие в Азию начинается в аэропорту Домодедово. Перелет, как всегда, Emirates, рейс Дубай, большая пересадка, 21 час, с посещением столицы Арабских Эмиратов. А далее Таиланд. Народу в аэропорту немного. Быстро проходим паспортный контроль, именуя российские дьюти-фри, в которых просто нет ничего интересного, отправляемся в бизнес-зал. Бизнес-зал в Домодедово, в принципе, неплохой. Достаточно много места, приличная обстановка. Выбор блюд не особо большой, но голодным не будешь. Горячие блюда 2 вида, закуски, фрукты, выпечка. Из напитков кофе, соки, вода, пиво и вино. Заходим в самолет, который Emirates, как всегда, поменял. Покупали билеты на 380-й Airbus, а подсунули далеко не самый свежий Boeing 37. Салон ушатанный, мультимедиа работает не у всех. Для хваленых Эмиратов это норма. Еда тоже так себе, порадовало только наличие Джек Дэниелс. Рано утром прилетаем в Дубай. Огромный аэропорт, далеко не такой пафосный и удобный, как пытались преподнести его арабы. Перемещаться по нему до паспортного контроля очень долго. Проходим последний этап – досмотр багажа и наконец-то выходим в город, передохнув и подышав свежим воздухом. Вышли из аэропорта, это было просто ужас. Около 1,5 часов походили, и свежий воздух. Садимся в метро. Цена поездки зависит от дальности. Проверка билета осуществляется как на входе, так и на выходе. Электропоезда метро функционируют в полностью автоматическом режиме без машиниста. Состав поделен на 3 секции. Секция золотого класса. Секция исключительно для женщин и детей. Обычные места, большая часть состава. Также в дубайском метро запрещено есть и пить, жевать жвачку. За это предусмотрен штраф. Выходим из метро. Дубай первый раз за столько посещений встречает нас непогодой. Идет дождь и кругом лужи. Чем-то напоминает Москву с вечно не справляющимися ливневками. Из-за непогоды мы решили покататься по городу на трамвае и отправились в один из самых известных районов Дубая. Дубай-Марина – престижный жилой район. Вдоль набережной Дубай-Марина располагаются различные кафе и рынки с различными товарами, множество торговых центров, кафе, ресторанов и отелей. Также в районе есть причал, где швартуются роскошные яхты. Предлагаются разные варианты активного отдыха, от катания на квадроцикле до скайдайвинга. Проехав весь новый район на трамвае, идем дальше осматривать его пешком. Проходя мимо гигантских небоскребов отелей, можно увидеть весь пафос Дубая. Спорткары, прокатные и не только, бутики, рестораны и кафе. Омрачает только все это великолепие нового района. Вечная стройка и грязь, кругом заборы и шлагбаумы, выход к пляжу найти непросто. Городской пляж Марина Бич также известен как пляж Джумейра Бич Резиденс, находится на берегу Персидского залива. Пляж имеет форму вытянутого полумесяца, находится напротив искусственного острова Blue Orleans, на котором находится самое высокое в мире колесо обозрения – Айн-Дубай. Персидский залив в Дубае чистый, практически без волн, но из-за холодной погоды поплавать в этот раз не получилось. И конечно, какое же посещение Дубая обходится без знаменитого Дубай-Молл, самого высокого небоскреба Бурдж-Халифа. Народу в этом году было просто тьма. В Дубай-Молл не протолкнуться. Помимо огромного количества брендовых магазинов в молле, можно посетить огромный аквариум
в которой можно погрузиться в клетки и оказаться рядом с акулами, скатами, пираньями и другими представителями морской флоры и фауны. Бурдж-Халифа – главная гордость Дубая, окруженная огромным бассейном, где можно покататься на лодке, ну а вечером, конечно же, насладиться шоу-фонтаном, который проходит каждые 30 минут. Правда, в этом году оно нас совершенно не впечатлило. На мой взгляд, раньше оно было значительно лучше. Время в пути на метро от Бурдж-Халифы до аэропорта около 45 минут. Метро вечно забито под завязку. Едут в основном туристы и дешевая арабская рабсила. Паспортный контроль в аэропорту стал полностью автоматический. Прикладываешь паспорт, быстро проходишь все процедуры сканирования и досмотра и отправляешься в зону ожидания. И, конечно, наш любимый Duty Free. В Дубае он просто огромный. Есть все. И электроника, и парфюмерия, и брендовые бутики. Большой выбор спиртных напитков, сигарет, сувениров. В общем, все, на любой вкус и кошелек. Дубай нас в этом году встретил непогодой и провожает сильнейшим ливнем. А мы заходим в самолет. Уже более приличный, чем был на рейсе Москва-Дубай. На Airbus 380 отправляемся в Бангкок. После почти 7-часового перелета Бангкок встречает нас теплой и солнечной погодой. Народу в аэропорту достаточно много, поэтому проход таможенной зоны занимает почти час. Но в принципе в Таиланде это всегда долгий процесс. Забираем багаж и первым делом отправляемся за сим-картой, а потом уже в обменник. Сим-карты покупаем в DTAC. Одну на 30 дней и 40 гигабайт за 700 бат, вторую на 90 дней и 90 гигабайт за 1000 бат. Оплачиваем наши покупки банковской картой. Спустя годы они начали их принимать. Завелись всем необходимым. Интернет есть, деньги на дорогу есть. Выходим из аэропорта и спустя почти 3 года вновь оказываемся в любимом Бангкоке. Вроде бы даже ничего и не изменилось, за исключением того, что воздух стал еще хуже, чем был раньше. Добраться до Паттайи можно на автобусе, мини-басе или такси. Тащиться в автобусе нам совершенно не хотелось, и мы предпочли третий вариант, вызвав граб-такси за 1900 бат. Едем с комфортом в свой отель. Дорога заняла примерно 1,5 часа. За это время мы успели насладиться видами Таиланда, отдохнуть и даже вздремнуть после длительного перелета. Отель Баан Китима, центральная Паттайя. Здесь мы останавливались уже не один раз, и поэтому решили вернуться именно в него снова. Отель не блещет какими-то излишествами, но нас полностью устраивает. Большой номер, почти 35 квадратных метров, большой балкон, рядом отличные кафе и рынки, бары и магазины. На этом наше путешествие не заканчивается, а только начинается. В этот раз мы посетим Малайзию, посмотрим на Куала-Лумпур уже во 2-й раз и, конечно же, Мекку полупроводниковой промышленности, остров Пенанг. Далее снова Таиланд и всеми любимый Пхукет. Затем остановимся на несколько дней в Бангкоке, оттуда уже домой в Москву через Дубай.